В просторной гостиной роскошного загородного особняка стояла глубокая тишина. За панорамными окнами шелестели листья, воздух был наполнен свежестью летнего утра. На белоснежном диване, словно вписанная в эту тишину, сидела Элис, молодая горничная с мягкими чертами и добрыми глазами. Она бережно держала на руках младенца, который до недавнего момента плакал без устали. Ни одна из приглашенных нянь, ни даже сама мать не могли справиться с малышом. Но в ее руках ребенок утих почти сразу. Уткнувшись в ее плечо, он безмятежно заснул. Элис двигалась уверенно и нежно. Ее руки привычно покачивали малыша, а губы еле заметно шевелились. Она тихо напевала колыбельную, которую пела еще своей младшей сестре в детстве. Все происходило будто само собой, тепло, ласка, забота, как часть ее самой. В этот момент в комнату вошел хозяин дома, Дэниел Уинстон, известный бизнесмен, человек строгих правил, всегда сдержанный и собранный. Он остановился у открытых дверей, задержав взгляд на молодой женщине и спящем ребенке. В комнате стоял мягкий полумрак, свет пробивался сквозь занавески, и в этом свете картина выглядела почти нереальной. Он не сказал ни слова, просто стоял, наблюдая, как ловко и естественно Элис справляется с младенцем. В ее движениях не было суеты, все от прикосновений до взгляда говорило о глубоком понимании и настоящей заботе. Он понял, именно такой человек нужен его сыну. Позже, в своем кабинете, он вызвал Элис и спокойно, но твердо озвучил решение. Он предложил ей остаться в доме не как горничной, а как постоянной няней его сына. С высокой зарплатой, медицинской страховкой, возможностью обучения и профессионального роста. Это было предложение, которое он бы сделал любому, кто проявил бы такую же самоотдачу и мастерство. Но именно Элис оказалась той, кто действительно понимал ребенка, интуитивно, сердцем. Элис сначала растерялась. Она не ожидала такого. Но когда поняла, что это не просто каприз богача, а настоящее доверие и уважение к ее труду, в ее глазах появилась благодарность. Она приняла предложение с радостью, чувствуя, что впервые в жизни ее по-настоящему заметили и оценили. Так она стала частью семьи не по крови, но по важности. И малыш, который когда-то не знал покоя, теперь каждый день засыпал с легкой улыбкой, зная, что рядом с ним те, кто действительно его любит. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.